Предоплаченный роскошный отель со СПА-программой несколько десятков человек попытались разместить в недострое. Когда люди отказались жить среди строительного мусора, им пришлось несколько часов колесить по неизвестным дорогам, выслушивая сомнительные предложения представителей компании-организатора «Жемчужная река». У вас овербукинг, вам предоставили пятизвездочный отель «Мариот», всемирно известный. Вам предлагают заселиться, отдохнуть и дождаться. Чего дождаться? Окончания? Дождаться решения. Ну и хваленый альтернативный отель, к слову, в сотни километров от того, на который рассчитывали туристы, оказался лишь красивой рекламой. Распаковывать чемоданы россиянам предложили в более скромных номерах, значительно ниже обещанного уровня, да еще и доплатить за питание. Недовольным оставалось только разместиться в холле гостиницы, все претензии игнорировались. Некоторые решили не ждать и самостоятельно решить проблему, разумеется, за свой счет. Мы пошли с чемоданами просто искать, где нам заселиться, в какой отель. То есть еле как мы нашли отель, это именно китайский отель. Здесь русских практически нету. Сегодня вот появились одна русская пара, не знаю, может быть, они такие же обманутые туристы, еще не успели мы у них узнать. Но отдых, конечно, испорчен, то есть мы плюсом дополнительно потратили какие-то свои денежные средства на то, чтобы здесь просто находиться. Туроператор «Жемчужная река» ушел в глухую оборону. К московскому офису компании не подступиться, внутрь не пускают даже клиентов. Мы попытались получить комментарий, позвонив на горячую линию, но там предложили оставить запрос и обещали перезвонить. Между тем выяснилось, что репутация у «Жемчужной реки» помутнела еще в 2017-м. В компании уже признавали, что работают с так называемым овербукингом, когда берут на себя обязательств больше, чем могут выполнить, и делается это в надежде, что выполнять